Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Наконец-таки я обзавелся пилой, правда не бензо, а электропилой. Название, я думаю, вы уже увидели, как называется эта электропила. Я его рекламировать не буду, мне за это никто не платит, я ее покупал на собственные деньги. Но зато могу дать честный обзор на нее, в отличие от многих других. Что хочу сказать, пилит она довольно-таки быстро. Вот я сколько напилил, примерно 15 стволов деревьев. Мне понравилось, как она работает. Я бы даже сказал, что в принципе ничуть не хуже бензопилы. Конечно, ее недостаток, что она работает от аккумулятора. Бензин взял, залил, заправил и погнал дальше. С электроаккумулятором такого не получится. То есть заряда хватит примерно минут на 30, судя по отзывам и по техническим характеристикам именно данного аккумулятора. Но в целом, повторюсь таки, мне работа этой электропилы понравилась. Посмотрим, насколько ее хватит сегодня. Какие планы? Сегодня хочу сделать, во-первых, крышку на свои ступеньки у землянки, которые, и, во-вторых, заняться печкой. Но чтобы заняться печкой и начинать ее класть, во-первых, нужно вынести старую бочку, подготовить какой-то фундамент для будущей печи из кирпичей. И бочку же вынесешь, да, куда ее девать? Ее нужно закопать, я так думаю, потому что тоже она красного цвета, ну, либо куда-то спрятать. Ну, логичнее все-таки, наверное, сразу закопать ее и сделать схрон в этом месте. Ну, а что получится с печкой, смотрите дальше. Пока я в землянку не пойду, хочу все-таки полностью высадить аккумулятор на этой электропиле, чтобы понять, насколько мне его будет хватать в дальнейшем. И плюс ко всему, мне нужно подготовить материал для моего будущего проекта. Но это пока останется в тайне, что это за проект. Вообще, какая характерная особенность есть у этой пилы и что мне в ней очень нравится, как бы правильно назвать, датчик сопротивления, что ли, хода цепи. Ну, в общем, если какая-то сложность появляется, да, то есть если бревно очень толстое, например, или цепи тяжело идти, то она включает дополнительную мощность и начинает еще быстрее крутиться, нагнетает как бы. И в целом, опять-таки, читал отзывы, когда перед покупкой, она сравнима по мощности с бензопилой 1,7 литров объемом. Нету вот этого запаха, вони бензина. Я прям не очень люблю этот запах. Очень тихо работает. То есть можно пилить, я не знаю, где угодно. Лесник вас не найдет. — 26 сантиметров. Ага, все, мигает. Значит, уже скоро будет конец. Ну, все равно отличный результат. Попробую еще четвертый бревнышко отпилить. Обалдеть! Да, уже не хватает.
буду ее мучить. Все, аккумулятор сел. Но в целом я доволен результатом. Уважаемые знатоки, грибники, поясните мне все-таки, пожалуйста, является ли этот гриб съедобным. Дело в том, что мне мой знакомый, когда ему отправил фотографии, сказал, что нет, эти грибы несъедобные, и они бывают, как там, сложно ножками, что ли. Еще два друга. Съедобны или нет? Вопрос к знатокам, грибникам. Да, газон все-таки, пусть проплешинами какими-то определенными, да, такими участками, но прорастает. Это просто великолепно. Да и вообще, в целом, моя землянка все более и более скрытной становится от глаз посторонних людей. Единственное, наверное, было бы неплохо еще с лицевой стороны посадить, может быть, пару там, троечку каких-то деревьев. Я думаю, наверное, имеет смысл сажать здесь ель, может быть, еще что-то. Будет здорово, если вы посоветуете мне, какие деревья, может быть, кустарники высадить. Грунт вы сами уже видели, какой здесь песчаный. Чтобы как бы слишком сильно не заморачиваться, не ухаживать за этими растениями, не поливать их там каждый день, потому что воды здесь и так мало. И носить еще воду для того, чтобы поливать деревья, ну как бы тоже не хотелось бы. Буду рад услышать ваш совет. Вот. Одно деревце здесь, одно деревце там. Ну, может быть, еще здесь какое-то небольшое деревце посадить, чтобы когда вот с той стороны идешь, я сейчас вам покажу, очень сильно она в глаза бросается, землянка. С других, с трех сторон ее вообще, в принципе, незаметно, и даже не подумаешь, что здесь что-то есть. Ну, просто холм и холм какой-то, все. А что тут? А сейчас еще зима пройдет, весна наступит, тут уже, не знаю, и иголками все засыпет, и листвой. Господи, еще и папоротник вырастет. Вообще незаметно будет с всех трех сторон. А вот с этой стороны, с лицевой, пойдемте посмотрим. А вот уже с этой стороны, как вы успели заметить, ее очень сильно видно, и она очень выделяется на фоне всего леса. Надо с этим что-то делать и что-то предпринимать. О! Да, я сюда уже приезжал на неделю. Привез очень большое количество кирпича. Привез мешок со специальной смесью для кладки печного кирпича. Ну, ведро, да и вообще по мелочи. Тетрадку, кстати, да, оставил для записей и сам сделал запись. Сейчас посмотрел, к сожалению, никто не записывался, никто не посещал землянку за время моего отсутствия. Фонарики. Помните, да, как-то раз я не те батарейки взял и не то количество. Купил я аккумуляторные батарейки и установил в эти фонарики. Сейчас хочу повесить их
и оценить, насколько они будут освещать вообще помещение землянки внутри. Ну что, да будет свет, сказал монтер и перерезал провода. Почему-то одна лампочка несинхронно загорается. Все равно шикарно. Теперь у меня есть нормальный свет. Я так долго этого ждал. Да, конструкция получилась надежной и в то же время очень тяжелой. Я думаю, надо все-таки ее будет сделать каким-то образом откидной, поставить петли, и чтобы она откидывалась. Потому что тягать ее вот так вот, поднимать и убирать куда-то, это очень тяжело. А если были бы петли, они бы задавали какое-то определенное направление и ход этой, скажем так, калитки. Я бы поднимал, и просто бы она бы ложилась сюда, например. Но зато это отличная защита от снега. И даже можно на ночь, зимой будет. Ну хотя нет, на ночь не стоит. Снегом наметет, и потом вообще не поднимешь. Не, на ночь не стоит. Ну вот осенью, допустим, да, прикрыл. Вот так вот положил ее, и тогда вообще тепло и жарко будет там внутри. Пожалуй, надо замариновать крылья, а то запах
уже какой-то немножко неприятный начал появляться. На улице сегодня плюс 10. Жарко, очень жарко для конца октября месяца. Хочу приготовить, пожарить крылья, но предварительно их замариновать в соевом соусе и добавить как можно больше специй. Это соевый соус. Постоянно, когда суши, роллы заказываешь, его так много приносят, а мы, честно говоря, так много его и не едим, и не употребляем. Сегодня такую вот маленькую лопатку взял. Песок очень легкий. Тут я не думаю, что прям какая-то особо прочная лопата нужна. Это маленькая, удобная и приятно будет работать. Так, времени на раскачку нету. Сейчас убираю бочку. Подготавливаю фундамент для будущей печки. И думаю, сразу начинаю ее выкладывать. Я уже заранее подготовился. Ну, когда приезжал сюда, кирпич выгружал, нарисовал рядность укладки кирпичей в моей печи. Поэтому, я думаю, сложностей никаких не возникнет. Действуем согласно плану. Что получится, как обычно, не знаю. Это мой первый опыт работы с кирпичом. И вообще первый раз я печку буду выкладывать. Вообще не знаю. И просто не представляю, что будет. Надеюсь, самое главное, чтобы хватило смеси и чтобы все получилось. Да, отдельное спасибо и благодарность всем тем, кто поддержал канал, перевел добровольно средства определенные. Я уже этих людей называл, перечислял. Последний раз мне переводили донаты, скажем так, да, Зеники и Беники и Александр. Отдельно им благодарность. Именно благодаря этим двум людям я смог все-таки докупить кирпич, весь, которого мне не хватало. И сегодня буду выкладывать благодаря и им, в том числе, печь. А вообще, довольно-таки большая группа людей помогла. Всем им спасибо. Поехали! Опа! Дверной проем-то. Дверной проем-то узкий. Да, чтобы вытащить бочку,
нужно снять дверь, а возможно даже придется снимать и наличник. Да, не пройдет. Я надеюсь, что, сняв наличник, получится вытащить бочку. Иначе это будет фиаско. Ну, честно говоря, я вообще изначально так и делал специально. Дверной проем уже, чем бочка. Для того, чтобы ее не стащили. Ну вот настал тот день, когда ее нужно вытащить отсюда. А не получается. Значит, все грамотно было спланировано. Ладно, снимаю наличник. Схрон, наверное, я сегодня делать не буду все-таки. Сейчас по времени прикидываю, пока печкой заниматься буду. Да, даже не знаю, сколько это вообще займет. Полчаса, час, 3 часа. Но в любом случае это не полчаса. Бочку подальше откатил, чтобы она в глаза не бросалась. В следующий раз схрон буду делать, но не сегодня. Сейчас задача главная сделать, выложить печь. Все-таки это более важная миссия и цель на сегодня. Уже не сегодня-завтра выпадет снег. Буквально вчера, по-моему, я на работу ехал утром, и уже снег шел. Так что надо уже готовиться к зиме, и печь очень нужна уже сейчас. Вообще, я в интернете загуглил, скажем так, вопрос колки кирпича, как его колоть. Есть два метода. Ну, попробуем оба, я так думаю. Первый метод — это просто держите кирпич в левой руке и бьете, ну, по тому месту, в котором хотите его расколоть. Сейчас попробуем. Надеюсь, получится, потому что кирпичей у меня впритык. Да? Почти идеально. Не ожидал. Не получилось, правда, удержать кирпич в руке. Ну, там профессионал был в ролике в этом. Он прям расколол его и смог удержать кирпич в руке.
Так, здесь поддувало. Печкой занялся, а дверь забыл обратно поставить. Площадка для печки готова. Я взял с собой уровень, шпатель. Ну, мастерка у меня не нашлось. Покупать я его не стал. Думаю, вполне смогу справиться с шпателем обычным. Приступаем выкладывать первый ряд. Для этого нужно замесить раствор. Так, написано, что на вот этот 20-килограммовый мешок нужно 5 литров воды. Честно говоря, что-то я немножко сомневаюсь, что такой маленький расход воды. Ну ладно, будем посмотреть, как говорится. Да, интересно, хватит ли мне вообще смеси-то? Два ряда даже не положил.
Ну, пол ведра ушло. Фух. Да, дело двигается постепенно, медленно, но верно. Я иду к своей цели. Заказывал я дверь, по-моему... ну да, нельзя же говорить, где я заказывал. Короче, заказывал я дверь в одном месте, в интернет-магазине. Что-то ценник там порядка 2000 рублей был. Чугунная дверца для печки, вес 5 килограмм аж целых. В итоге, да, я заказал ее, деньги заплатил. И вот уже сегодня она должна была приехать, примерно там, после 5 вечера сегодня она должна была приехать. А я вчера что-то еду и думаю, блин, у меня же я лист металла купил в Чермете. Думаю, зачем мне дверь покупная? Откажусь-ка я от заказа и сам сделаю. И вот эту дверцу я сделал сам. 3 миллиметра металл. Думаю, его должно хватить надолго. Сделал петли 2. Сейчас я петли прям туда в кирпичи заложу и прижму. Почему я все-таки решил отказаться от покупной двери? Во-первых, это дешевле. Начнем с этого. То есть лист металла я купил за 1,60 на 70 сантиметров за 700 рублей, по-моему. Или за 800 рублей. Что-то около этого. Из него я сделал дверцу. Из него я сделал комфорку для вот этой печки. И у меня еще осталось ровно половина от него. Тоже можно что-нибудь сделать. Первое, экономия. Второе. Придет сюда кто-нибудь в гости. Точнее, не в гости, а какой-нибудь плохой, нехороший человек. Увидит чугунную дверь такую, скажет, блин, такую тоже хочу. Возьмет, сломает печку мне и заберет ее. Ну, чугунину, 5 килограмм чугунину, все-таки, да, это, как-никак, это нормальная дверца, хорошая. А такая дверь, конечно, ее можно вырвать будет, да, ценник ее тут килограмм, дай бог, может быть, 1,5. 1,5 килограмма в Чермете примут там за 40 рублей, там за 30-50 рублей, не знаю, то есть, резона большого нету, вырывать ее и тащить куда-то. Поэтому я решил все-таки сделать дверцу сам. Такое, тем более, ни у кого не будет. Тут я сделал надпись. Потом посмотрим, когда печку доделаем. Ручка такая специальная у меня. На мой взгляд, красиво. Идеально ровно. Так, а вот моя поверхность на печку.
отверстие под конфорку. Ну, все как положено. Все работы с печкой завершены. Теперь каким-то образом попробую решить вопрос с трубой, дымоходом. Ну, теперь главное не загореться, потому что здесь негорючий материал, который был, весь скомкался. В общем, вряд ли он там остался. Попробую сейчас как-то запихать, может быть, ну вот, базальтовую вату. Ну, в любом случае, сильно прям совсем уж топить я не буду. Попробую сейчас все-таки как-то обезопасить. Чайник отлично помещается. И специальная крышка. Она будет давать освещение. Но надо попробовать. Вообще план какой? Эта крышка просто должна здесь стоять, находиться, закрывать отверстие. И от огня должен идти свет в саму землянку. Насколько это все реально, надо проверить, посмотреть. Так, давайте подведем итоги. Ну, на мой взгляд, классная печь получилась. Но есть определенные моменты. Первый, нужно менять этот лист. Ну, в смысле, не менять его лист, а снимать и устанавливать заново. Дело в том, что мне не хватило смеси кладочной. И в итоге я уже положил лист этот, ну, на все, что было. И как вы сами сейчас видите, по всему практически периметру листа здесь, из щелей идет дым. С такой печкой спать, конечно, нежелательно. Поэтому сейчас дрова прогорят. Я пока с открытой дверью сижу, и я лягу спать в спальнике, в спальном мешке. Ничего страшного в этом нет. Просто нужно приехать сюда среди недели с материалом, складочной смесью, замесить ее, доделать, заново положить лист и оставить все там как раз за 2-3 дня до следующего моего приезда. Все хорошо высохнет, смесь уляжется. И после чего уже можно будет безопасно пользоваться печью. Пойду разводить костер. Очень хочу есть, уже просто неимоверно. Хотел на печке приготовить, но нет. Пусть все догорает и хватит. Не буду рисковать, хоть у меня и есть датчик угарного газа, тем не менее, все равно я рисковать не буду. Чуть не забыл. Купил
не так давно на Алиэкспрессе. Не, ну купил-то я давно, на самом деле, уже это месяц-полтора назад я заказывал фотоловушку. Хочу попробовать в деле ее. Сейчас установлю где-нибудь. Уже далеко идти от землянки не хочу, честно говоря, устал. И поэтому поставлю где-нибудь здесь поблизости, там в радиусе 100 метров. Вряд ли, конечно, что-то она снимет в такой, тем более на таком близком расстоянии от землянки. Потому что животные же тоже чувствуют и запах, и костер, и запах еды, и запах человека. Фух, все, можно побездельничать наконец-то. Есть уже хочется, блин. Ну правильно, время 9 часов вечера. Я ничего не ел вообще. Дверь стала плохо закрываться, как я ее перевесил. Немножко обтесать придется. Кстати, что хочу сказать, печка топилась довольно-таки непродолжительное время, но все равно кирпичи прогрелись, и прям здесь в землянке ощутимо теплее, если сравнивать с улицей. Хотя сегодня всего лишь плюс 10. Великолепно. Первый прием пищи за день в 11 часов вечера. Ну, это, конечно, поздновато. Но так увлекся работой сегодня. После тяжелого трудового дня, заслуженного ужина, можно готовиться, отходить ко сну. Но перед этим поесть десерт, сгущенное молоко.
Доброе утро. В спальнике все-таки хорошо спать. Тепло, уютно. Несмотря на то, что здесь холодно, сейчас в землянке. Вполне комфортно. Сон меня прошел. Время 7:30. Сейчас пойдем проверим фотоловушку. Очень интересно мне посмотреть, что там. Кого-то сняла она ночью или нет. Ловушка стояла всего лишь сколько? В 11:30 или в 12 ночи я поставил и в 7:30 снял. Да. Ничего интересного, кроме меня, в кадре нету. В принципе, времени прошло мало, 8 часов, и не самое там проходное место, скажем так. Попробую, может быть, сейчас ее где-нибудь оставить в таком секретном месте, чтобы вы не увидели. Я не буду показывать. Мало ли, кто-то придет, чтобы не искал ее. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Это очень сильно помогает в продвижении моих видео и моего канала. С вами был Лесной Строитель. До новых встреч. Пока-пока.